Здравствуйте! Как я рассказывал ранее, в моей коллекции есть несколько сотен все еще запечатанных альбомов. Периодически я их достаю с полок, распечатываю и слушаю. Процесс этот продолжается уже не один год. И прогресс есть. Если раньше таких альбомов было у меня около 1000, то сейчас их уже максимум до 500. И вот сегодня я вам хочу рассказать об одном из таких альбомов и его создательнице. Я хочу вам рассказать о творчестве Шерон. Да, я вас понимаю. У меня такая же первая ассоциация с именем Шерон. Это актриса Шерон Стоун. Но пока мне ничего не известно о ее возможных вокальных достижениях. Хотя я уверен, что если даже у нее нет вообще каких-либо вокальных способностей, и она бы выпустила свой диск с песнями, он бы все равно разошелся тысячами экземпляров. Как вы знаете, Шерон Стоун пока ограничивается самовыражением в изобразительном искусстве. Она создает интересные работы и выставляет свои картины в различных галереях. На экране вы видите ссылку, по которой вы можете ознакомиться с некоторыми ее работами. Но сегодня мой рассказ будет о певице, авторе песен и продюсере Шерон Робинсон и ее альбомах. Огромное количество любителей музыки знает Шерон Робинсон, даже если они этого не осознают. Настолько широкий вклад в мировую музыкальную культуру. Всего певица выпустила под своим именем 3 сольных альбома, 1 сингл и 1 мини-альбом. Все эти выпуски выходили на CD, которые я не коллекционирую, хотя изредка слушаю что-то из своих старых запасов. Только один альбом Шерон под названием Everybody Knows был переиздан на виниле через 4 года после выхода оригинала на CD. Но сначала кратко о самой Шерон Робинсон. Большинству слушателей она наиболее известна по ее сотрудничеству с канадским певцом, автором песен, поэтом и писателем Леонардом Коэном. В течение 30 лет своей карьеры Шерон была связана с Леонардом Коэном, как соавтор, продюсер и вокалистка. Робинсон гастролировала в качестве бэк-вокалистки Коэна в 1979 году, 1980, а затем снова с 2008 по 2013. Но еще до работы с Леонардом Коэном в 1977 году Шерон Робинсон записала свой первый студийный альбом на лейбле Baby Grand. Альбом был выпущен певицей под псевдонимом Терия. Такое же название имел сам альбом – Терия. Автором и соавтором всех песен альбома, кроме 2, была сама Шерон. Инструментальную часть альбома исполнили члены группы Street Fit, которая в том же 1977 году выпустила свой дебютный и единственный альбом на том же лейбле Baby Grand. Сегодня альбом Терия – это коллекционная редкость, и продается он на дискоксе по цене от 550 до 1750 долларов. В 1979 году Робинсон, тогда выступавшая как певица и танцовщица в шоу «Энн Маргарет» в Лас-Вегасе, искала себе применение как автор песен, но была рада прийти и на прослушивание на вакансию бэк-вокалистки в команду Леонарда Коэна. Ей нравились некоторые песни Коэна, но она мало знала об этом человеке. Связь между ними при первой же встрече возникла мгновенно. «Я сразу поняла, что получу эту работу», – рассказывала Шерон. Сразу же возникла связь, своего рода взаимопонимание. Шерон присоединилась к группе Коэна еще и как классическая пианистка, прошедшая обучение в Калифорнийском институте искусств. В то время она серьезно интересовалась R&B и соулом. Впервые нанятая в качестве бэк-вокалистки в 1979 году, Робинсон вскоре стала одним из любимых соавторов Коэна. Уже в 1980 году они написали совместно первую песню. Коэн предложил текст, а Шерон мелодию. «Это просто произошло, как падение с лестницы», – вспоминала позже Робинсон. Это была песня «Summertime», первоначально записанная Дайаной Росс для ее альбома 1987 года Red Hot Rhythm and Blues, который тоже есть в моей коллекции винила. Надо отметить, что песни Шерон исполняли разные артисты. Среди них Патти Лабель, Дайана Росс, Дон Хенли, Роберта Флэк, Майкл Болтон, Бетти Лавет,
группы The Temptations, The Point Sisters и ряд других. Группа музыкантов Коэна уважала Шерон из-за ее человеческих качеств, глубокой сдержанности. Она скромна, она не так много говорит, поэтому когда она говорит, мы слушаем. Митч Уоткинс, гитарист, который гастролировал с Коэном в 1979 году, говорил о Робинсон: «Она просто особенная». В жизни Шерон противоположность саморекламе. Она столь же щедра к другим, сколько сдержана в отношении себя. В 1985 году Робинсон получила премию Грэмми за песню New Attitude из саундтрека к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз», спетую Патти Лабель. Во время работы над этой песней Шерон познакомилась с Грегом Голдом, который впоследствии стал ее мужем. Грег снимал видеоклип к этой песне. Кстати, он еще снимал музыкальный клип на песню из знаменитого фильма «Грязные танцы», вышедшего в 1987 году. Песня называлась I Have Had the Time of My Life. После женитьбы Шерон и Грег выбрали Лос-Анджелес для постоянного места жительства. Шерон была соавтором и продюсером каждого трека альбома Коэна 2001 года. Альбом назывался 10 New Songs. Этот альбом вошел в список 100 лучших альбомов десятилетия по версии журнала Rolling Stone. Она также была автором музыкальной аранжировки, программирования и исполнения. Ее лицо появилось на обложке альбома, что сделало ее узнаваемой фигурой для широкой публики. Робинсон также стала соавтором других классических произведений Коэна, к примеру, таких как Everybody Knows, Waiting for the Miracle, выпущенных в 1988 и 1992 годах соответственно. Песня Everybody Knows вошла в альбом Коэна I'm Your Man. Этот альбом занял 51 место в списке Pitchfork Media 100 лучших альбомов 80-х годов. Робинсон также внесла свой вклад в 3 трека на альбоме Коэна 2004 года Dear Heather и спела дуэтом с Коэном в треке The Letters. В 2007 году Шерон и Коэн работали над материалом, который в итоге попал в альбом Коэна Old Ideas, который был выпущен в 2012 году. Робинсон на этом альбоме работала как аранжировщик и играла на синтезаторном басу на 4 треках. В своих интервью Коэн рассказывал: «Шерон – старый друг. Наши семьи близки, я крестный отец ее сына. 2 человека с одним умом». Именно так говорил Леонард Коэн об их сотрудничестве, что является довольно милым и дружелюбным комплиментом. В свою очередь Шерон Робинсон как-то рассказывала о механике сотрудничества с Коэном в написании песен. «Я иду к нему домой, мы сидим на кухне и болтаем, что-нибудь выпиваем или едим, еда важна». Мать Шерон, Милдред, обожала Коэна и часто пекла ему большой фруктовый пирог. «Мне не хотелось нагружать его 3 фунтами неотразимого десерта», – рассказывала Шерон. Но он их любил. Работа над песней начиналась с 1 или 2 куплетов, которые Коэн представил Шерон на бумаге. Робинсон читала их, и они обсуждали мелодические возможности. Редко, если вообще когда-либо, они говорили о смысле слов. «Мы оба считали, что песня должна быть самоочевидной», – вспоминала Робинсон. Робинсон брала стихотворение домой и изучала его. «Я старалась не спрашивать Леонарда, что это значит, о чем это. Мы на самом деле в это не углублялись». Шерон соглашалась, что именно множество смыслов придает песням широкий резонанс. Робинсон искала структуру припева куплета в словах, сидя за своим пианино, представляя настроение лирики. Структура тесно связана с количеством слогов в строке, которая в свою очередь диктует настройку мелодии. В этом смысле она работает в обратном направлении, от кульминационной идеи к началу песни. Песня может быть созерцательной или более агрессивной, в зависимости от ее эмоциональной основы. Как автор песен, Шерон хочет, чтобы песни были услышаны и понятны, чтобы слушатель отправился в путешествие. Я полагаю, что можно назвать это убеждением. Вы хотите, чтобы они были с вами от начала до конца. Для этого нужна эмоциональная нить, которая начинается со слов. Такой процесс переворачивает обычное правило для поп-музыки, песни которые в большинстве случаев сочиняют начиная с мелодии. Присутствует чувство общей уязвимости, которое пронизывает их песни. Как говорила Шерон, позволить себе быть уязвимой с другим человеком – это своего рода близость, которая не уходит. Написанное мелодическое предложение Шерон – это еще не конец процесса. Шерон рассказывала:
Все перестраивается, тексты редактируются, изменяются, мелодические линии смещаются в зависимости от того, как Леонард чувствует себя, исполняя песню. Важен общий эффект, и он включает взаимодействие слов и музыки. Так что одно или несколько слов могут быть изменены, чтобы соответствовать ее мелодическому выбору. Одна песня может появиться на свет через год или больше. Сольная карьера автора песен лауреата премии Грэмми Шерон Робинсон уже под ее собственным именем официально началась в 2008 году с выхода ее дебютного альбома Everybody Knows. Альбом тогда выходил на CD. В моей коллекции этот альбом представлен единственным перевыпуском на виниле. Альбом на виниле вышел в 2012 году. Выпускался он в Евросоюзе. На альбоме 10 песен, из которых 3 песни Шерон написала в соавторстве с Леонардом Коэном. Это треки Александра Ливин, Everybody Knows и песня Summertime. Альбом также включает в себя великолепную песню The High Road и 6 новых треков, написанных Робинсон. Хороший выбор песенного материала для альбома. Все песни хорошо спродюсированы, а в их текстах есть ожидаемая содержательность, смысловое наполнение и искренность. Бархатный обволакивающий голос певицы с высокой музыкальной чувствительностью не оставляет равнодушным. Как сказал один музыкальный критик, сольные альбомы Робинсон являются доказательством того, что она была соавтором Леонарда Коэна на равных. Стиль музыки альбома сложно классифицировать однозначно. Я даже не берусь этого делать. Леонард Коэн говорил об этом альбоме Шерон как о гениальном шедевре. И это понятно. Это альбом его лучшей подруги и коллеги. Но и музыкальные критики писали хвалебные отзывы об этом альбоме. К примеру, Энди Гилл из The Independent написал: 5 звезд. Мощный эмоциональный удар. А Нил Спенсер из журнала Uncut заявил, что вокальные данные Робинсон на альбоме соблазнительны. Музыкальный обозреватель из журнала Mojo Фред Делар в своем обзоре альбома написал: «Мы говорим о большом таланте. Робинсон – чувствительная певица, настоящая исполнительница, которая продолжает то, на чем остановилась Шаде. Классическая вещь. С восхитительно вкрадчивой подачей Робинсон изливает свой голос поверх теплой подложки из знойных битов, изысканного бэк-вокала и чувствительного интроспективного грува». Так описал альбом в своем обзоре музыкальный обозреватель Дэвид Пулитци. Альбом, который хочется слушать в наушниках. Поклонникам ее продюсерской работы над 2 последними релизами Коэна Ten Year Songs и Dear Heather, дорогая Хизер, понравится сольный альбом Шерон Everybody Knows, поскольку он пропитан той же провокационной и соблазнительной смесью легких электронных битов, написал в своем обзоре Джейсон Гладу. Каждый должен знать о Шерон Робинсон, наделенная богатым проникновенным альтом, находящимся где-то между Робертой Флэк, Кассандрой Уилсон и Шаде. Робинсон вдыхает в свои песни неизмеримые уровни затуманенной тоски и унылых размышлений, тем самым вызывая нечто большее, чем просто великолепный голос, парящий над тонкими электронными текстурами. Поклонники атмосферы приглушенного света и нежной души должны быть также поглощены этим диском, написал Тодд Лавуа Сан-Франциско Бэй Гардиан. Это умно, доступно и представлено одаренным, оригинальным и зрелым артистом. Альбом полон мелодий, которые звучат свежо и знакомо одновременно, и текстов, которые идеально передают эмоции и ситуации, через которые мы проходим, приобретая больше опыта в жизни и любви, написал обозреватель Шеннон Уэст. Как писали некоторые музыкальные критики, имя Шерон Робинсон должно стать нарицательным в стиле смуф джаз. Хотя сама Шерон упоминала, что однажды во время урока вокала ее учитель сказал ей, что ее голос просто создан для оперы. А коллеги Шерон по сцене так описывали ее вокал. Голос Шерон, он как вино, как зрелое вино, которое выдерживалось в дубовых бочках много лет. Кавер на заглавную песню альбома Everybody Knows в исполнении норвежской певицы Сигрид появился в американском супергеройском фильме 2017 года «Лига справедливости». В октябре 2008 года компания Vibrant Records выпустила альбом Everybody Knows в Великобритании и в Европе. А в апреле 2009 года в Великобритании лейбл Free World Records переиздал альбом Everybody Knows в Европе с оригинальной обложкой с рисунком Леонарда Коэна. В США Шерон выпускала этот альбом уже самостоятельно. Возможно, это затертый стандарт.
Но я думаю, что на свой первый сольный альбом певице необходимо было поместить на первую сторону обложки ее фото, а не рисунок. Я думаю, что многие любители музыки данный альбом пролистывали на полках музыкальных магазинах. Но, безусловно, это мое личное мнение. Замечательный альбом для того, чтобы расслабиться и хотя бы на время забыть о всех проблемах нашего прекрасного, но безумного мира. В декабре 2014 года Шерон Робинсон выпускает свою книгу с фотоколлекцией снимков, сделанных ею во время концертного турне с Леонардом Коэном. Книга так и называется «На гастролях с Леонардом Коэном. Фотографии Шерон Робинсон». Книгу выпустило издательство Powerhouse Books. Материал книги охватывает период в 6 лет в концертном туре Шерон с Коэном. В связи с этим релизом Робинсон также представила свои работы на выставках в галерее отеля Моррисон в Сансет Марквес в Западном Голливуде, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, включая фото с выступлений в этих городах и в Торонто. Книга документирует невероятно успешное мировое турне Леонарда Коэна глазами его друга и давнего соратника Шерон Робинсон. Причиной этого тура было плачевное финансовое положение Леонарда Коэна, в котором он оказался из-за воровства его миллионных сбережений его же менеджером. Чтобы восстановить свои потери, Коэн отправился в весьма длительный концертный тур. Шерон помогала Леонарду в этой работе. Надо отметить, что благодаря этому концертному туру Леонарду Коэну удалось не только вернуть утраченные миллионы долларов, но и существенно приумножить свое состояние. Робинсон раскрывает в своей книге фотографии подробности повседневной жизни на гастролях, на сцене и за кулисами, а также химию взаимоотношений Коэна и его команды артистов во время невероятного путешествия в туре по всему миру. Среди этих фотографий есть и фото решения бытовых проблем артистов во время концертного тура. К примеру, фото Коэна «Прачечное самообслуживание» в Онтарио, Канада, где он запечатлен стоящим перед стиральной машиной в профиль и бросающим монеты в щель автомата стиральной машины. В книге снимки Коэна в метро, в самолете, за чашкой кофе и много других деталей. Книга Шерон Робинсон – это импрессионистский взгляд изнутри на жизнь артиста во время концертных выступлений по всему миру. В 2015 году выходит второй сольный альбом Шерон Робинсон, который назывался «Caffeine» – «Кофеин». Этот альбом выпускался только на CD, поэтому в моей коллекции его нет. Если бы он был выпущен на виниле, я бы с удовольствием его купил, потому что он мне нравится. Альбом Caffeine включал в себя 10 новых треков, написанных и спродюсированных самой Шерон Робинсон, с одной песней «Lucky», написанной в соавторстве с Коэном в 80-х годах, но ранее не записанной. Альбом новых композиций охватывал соул, ритм энд блюз, фолк и джаз. В 2015 году Шерон Робинсон выпускает 4-трековый мини-альбом под названием Шерон Робинсон EP1. Этот альбом выпускался также на CD, и поэтому в моей коллекции его нет. Этот мини-альбом содержит 4 проникновенных кавера, которые расширяют творческий путь Робинсон как певицы. Впервые записаны песни сторонних именитых авторов – Тома Уэйтса, Отиса Рейдинга, Брюса Хорнсби и Эрика Клэптона. Альбом был спродюсирован Кевином Бреннаном. Робинсон рассказывала по поводу выхода своего первого мини-альбома. После выпуска своего сольного альбома Caffeine я захотела записать песни певцов и авторов, которыми я восхищаюсь, и включить их в свой следующий тур. Я никогда раньше этого не делала, но Леонард и другие вдохновили меня расширить свой репертуар как певицы за пределы моих собственных песен. И этот мини-альбом стал результатом. Это был освобождающий опыт. Мини-альбом был записан вживую в студии в Лос-Анджелесе. Песни представляют собой интерпретации песен Dog of the Bay Отиса Рейдинга, Change the World Эрика Клэптона, The Way It Is Брюса Хорнсби и мрачной оды Тома Уэйтса о борьбе добра и зла They Down in the Hole, хорошо известной как тема из сериала «Прослушка» на канале HBO. В 2015 году в возрасте 64 лет скончался муж Шерон, Грег Голд. Грег, отмеченный наградами режиссер национальных и международных рекламных роликов и музыкальных клипов,
а также продюсер и сценарист для телевидения и видео. Грег снимал рекламные ролики для различных известных коммерческих компаний и музыкальные клипы для многих известных исполнителей, включая таких как Квинси Джонс, The Jacksons, Эдди Мерфи, Стив Уандер, Натали Коул, Аретта Франклин, Смоки Робинсон, Ричард Маркс, Чака Хан и многих других. Грег был соучредителем и президентом инновационной международной компании Milk and Honey Films, в послужном списке которой удостоенные премии Эмми мини-сериалы «Анна Франк», «Дюна», а также кинопроекты, такие как «Блейд. Часть 2». Также Грег Голд писал сценарии и снимал фильмы для детских СМИ, и его работы были удостоены различных наград и премий. Когда Шерон Робинсон на своих сольных концертах не аккомпанирует себе на фортепиано, ее поддерживает на клавишных ее сын, Майкл Голд. Майкл также пел и играл на клавишных в инди-группе из Лос-Анджелеса Poolside. 7 ноября 2016 года в возрасте 82 лет скончался Леонард Коэн. Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Коэн был похоронен по еврейскому обряду в простом сосновом гробу на семейном участке на кладбище общины Шаар Хашамаим на горе Рояль. Свой последний студийный альбом под названием We Were Dreamers – Мы были мечтателями Шерон Робинсон выпустила в 2021 году. И снова этот альбом выходил только на CD, и поэтому в моей коллекции его также нет. Альбом представляет собой ретроспективу, включающую песни, написанные, спродюсированные Робинсон в период с 80 по 98 год. Некоторые из этих песен были написаны для других исполнителей, а некоторые для собственных проектов Шерон. Сама Шерон считает, что эти песни актуальны и будут интересны для слушателя и в наше время. Этот альбом представляет собой своеобразное музыкальное путешествие, в которое певица отправляет своих слушателей. Путешествие приятное. На своих концертах Робинсон не боится быть немного старомодной. Это видно потому, как ее собственные песни, исповедальные коктейли из соло, джаза и R&B, выдвигают на первый план ее соблазнительный и блуждающий голос. Это также видно по тому факту, что на ее концертах и есть антракт. В настоящее время Шерон работает над новым материалом для альбома и книги. Она выступает со своим мультимедийным моношоу, которое покорило публику в Соединенных Штатах и Канаде. На этом я заканчиваю свой рассказ о прекрасной певице, авторе песен и продюсере Шерон Робинсон. Надеюсь, вы обратите свое внимание на ее работы, и, возможно, они вам понравятся. Приятного вам прослушивания музыки и мира нам всем. До свидания.